Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвоглу, турецкие узоры. Добро пожаловать! Сегодня хочу вам показать вот такие вот тапочки. Вот такую вот еще одну красоту навязала. Покажу, как я их вязала. Тапочки тунисским крючком полностью связанные. Подошва, боковые стороны. Все тунисским крючком. Единственное, обвязку вверх я сделала спицами. Можно было это тоже сделать обычным крючком, но я решила провязать спицами. Значит, на размер 37-38, потому что тунисское вязание не очень хорошо растягивается, как по мне. Угу. Так, что для этого нужно сейчас? Подождите. Чем я вязала? Нужно мне будет 2 крючка. Тунисских 2 крючка одного номера. Почему? Потому что вот здесь, когда у нас пойдет много будет петель, они на один крючок не вместятся. Я буду вязать 2 крючками. Крючком буду вязать номером 2,5. Вот эту вот заднюю часть саму я потом перейду на крючок номер 3. Вы можете этого, конечно, не делать, но я вяжу очень туго. Туговяз такой я, да. И поэтому я вот эту вот вторую половинку, однотонным цветом идет, я буду вязать крючком номер 3, чтобы это было помягче. Вверх я обвязывала спицами номер 2,5. Так, нитки какие, что нам еще нужно? Обычный крючок нам понадобится для поднятия петель. Так, схема сейчас я выведу на экран. Так, ниточки. Вверх у меня травка такая вот пушистенькая. Немножко ушло. Потом 2 оттенка оранжевых. Основной цвет у меня белый. 2 оттенка зеленых. Темно-желтый, близко к горчичному. Синий немножечко синего для цветочка. Не пугайтесь, что не так много. Вязание средней сложности, сразу скажу, для терпеливых, но не тяжело. В начале первые 8 рядов, пока вот у нас здесь несколько цветов, немножко будет, вот, может быть, сложно. А дальше уже намного легче. Ну, а сам тапочек вяжется, я бы сказала бы, просто. Просто единственное, тунисский крючок везде идет. Получаются довольно-таки плотные, прочные. И, думаю, хватит надолго. Ну и красота требует жертв. Поэтому зима, конечно, заканчивается, а я с ботиками с такими пришла. Ну ничего, пока свяжете, новый сезон придет. Так что вот так. Значит, схему я сейчас выведу на экран, как я уже сказала. Начну вязать. Что еще хотела сказать? Начну вязать с мыска, с верхней части. В процессе вязания я буду замерять это в сантиметрах дело, но вязать буду попетельно, но не полностью мысок попетельно, частично попетельно, потому что очень много времени заняло видео, поэтому я урезала. Первые ряды, 8 или 10 рядов я свяжу вместе с вами, серединку свяжем сами, и потом вернусь, будем вот от носика заканчивать вместе с вами носок. Ну, а далее уже все я отсняла полностью. Так что вот так это по поводу вязания. Так, за размер я сказала, да? Если размер больше, то мы увеличиваем на пару петель, пару рядов. Если меньше, то уменьшаем по ширине и по длине. Значит, по поводу размера. Так, ну что, вроде бы все основное сказала. Переходим к вязанию. Всем приятных просмотров. Начнем. Начинаем вязать тапочек. Значит, вязание я начну с мыска, но не вот с пальчиков, как обычно, а вот с этой части, с верхней. Отсюда начну и потом перейду на подошву, на боковые стороны. Значит, что я сейчас для этого сделаю? Смотрите, на каждый участок я отрежу нити по 2 метра, где-то так. Буду привязывать отдельную нить. Так будет легче, чтобы они и не будут путаться. И каждую ниточку можно будет в конце ряда спокойно вытягивать ее. 2 оттенка, светлый, темный, зеленый. Темно-желтый у меня, коричневый. Вот такой кирпичный цвет, темно-оранжевый я его буду называть. Оранжевый. И для цветочка я взяла синий цвет. Значит, ну и, соответственно, основной у меня белый. Так, ниточки уберем. Теперь вязать я буду вот по такой схеме. Сразу ее распечатала в 2 вариантах. На левый и на правый тапочек. Так, как же вам, чтобы ее заскриншотить? Сейчас, минутку. Делайте скриншот схемы. Значит, так, это у нас будет какой-то я вязала, это будет у нас левый, а следующее, сейчас поменяю ее.
Я до конца, самые последние 2 ряда, они у меня просто не вместились. Если у вас размер будет больше, чем у меня, то схема войдет полностью. У меня размер 37-38, поэтому я последний ряд убрала и сокращать буду. В общем, по ходу вязания немножечко внизу буду сокращать. Так, это одна. Теперь вот вам вторая. Другого выхода у меня нету, поэтому делайте скриншот. Сейчас я ее поправлю. Делайте вот так вот скриншот. Немножечко ниже теперь опущу. Вязать буду по такой схеме. Значит, что мы делаем дальше? Переходим к вязанию тунисским крючком. Я вот большой длинный крючок, чтобы он не мешал, обрезала его. Набираем цепочку, 31 петельку я наберу. Если размер меньше, наберите. Значит, у меня остается по краям по 3 петельки. Наберите на 2 петельки меньше. Если у вас размер 36, например. Переднюю часть, мысок, на 2 петельки меньше, 29 наберите. Ну, это из расчета, из моего метража. Вот так вот я вам скажу. Если размер больше, то на 2 петельки больше, пошире можно сделать. Значит, у меня 25 петель по узору. Сам узор, сама леса 25 петель. И по краям я оставила по 3 петельки белых. Но вы уже сориентируетесь. Вот, смотря какие нитки. Если у вас пряжа будет толще, чем у меня, то вяжите точно так же, как набираю я, и размер у вас тогда, соответственно, увеличится. И опять же, примеряйте, в сантиметрах буду все замерять по ходу вязания. Отвяжу мысок, замерю, сколько чего получится. Так, переходим, вяжем. Набираем цепочку. 31 петельку наберу и первый ряд провяжу белым цветом. Набираем цепочку из 31 петли. Цепочку набрали. Первый ряд провязываем. В каждое звено ввожу крючок, вытягиваю петельку. Ввели крючок, захватили, вытянули петельку. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Последняя петелька. Ввожу крючок, захватываю ниточку. Опять захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь в начало ряда. Со второго ряда я буду вязать узор сразу. Если у вас размер больше, можете начать пару рядов провязать однотонным цветом. Размер небольшой, поэтому, чтобы вместить схему, я начала вязать сразу со второго ряда. Так, идем в начало ряда. Первый ряд узора. Значит, узор у нас начинается по схеме с одной белой петельки. Первые 4 петли я тогда провязываю белым цветом. Раз, два, три, 4. 3 петельки темно-оранжевым. Раз. Сразу хвостик сюда завяжу. 2, 3. 5 петель белым. Одна светло-зеленым. Так, светло-зеленый. Восемь петель белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петельки опять светло-зеленым я подключаю еще одну ниточку, чтобы не делать больших протяжек. Не пугайтесь, что будет много хвостов. Это только в первых рядах. Потом это мы все попрячем. Все будет чисто и красиво.
Подвязываю разные ниточки, чтобы не было уплотнений сильных, не делать много протяжек. Провяжу где-то 7-8 рядов, потом эти хвосты сразу поубираю, чтобы они нам не мешали. Ну, они так, в принципе, не мешают. Так, что у нас тут? 2 петельки светло-зеленым. Все. Первый ряд. Остальные до конца ряда все вяжу белым цветом. Довяжем до конца ряда белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Довязываем. Второй ряд узора. Здесь у нас будет дополниться еще 3 новых цвета. Это один темно-желтый у меня, коричневый и цвет хаки, темно-зеленый я его буду называть. Значит, что мы дальше делаем? Второй ряд. Первая на спице. Первые 3 петли белым цветом. Одна темно-оранжевая. Одна коричневая. Одна темно-желтая. Желтый, темно-желтый. Он, как я уже говорила, такой вот цвет, как горчица светлая. 2 темно-оранжевых. Одна темно-зеленая. Одна светло-зеленая. Две петельки белым цветом. Так, значит, здесь середину я подключу отдельную белую нить, чтобы вот у нас здесь осталось, чтобы не было сильно большой протяжки, уплотнений, как я уже говорила. Поэтому вот еще одну ниточку подвяжем. Вяжем картину. Так. Раз, 2 белым. 2 белым, одна светло-зеленым. Семь петель белым цветом. Раз, два. Закручивается, здесь не очень видно. 3, 4, 5, 6, 7. И 2 петельки светло-зеленым. Четыре петли белым. Две оранжевым, темно-оранжевым. 2 петли темно-оранжевым. Вяжу в обратном направлении, к тому узору уже привыкла. Сейчас переворачиваю. Так, 2 темно-оранжевым. И что у нас здесь остается? Раз, два, три. Белым цветом оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это у нас второй ряд. Довязываем белым. Возвращаемся в начало ряда. Довязываем. Третий ряд узора. Первые 3 петли белым цветом. Одна темно-оранжевым. 2 коричневым. Одна желтым. 2 темно-оранжевым.
Так, что у нас здесь дальше? Одна темно-зеленая. Одна светло-зеленая. Две белым. Одна светло-зеленым. Одна белым. Одна темно-зеленым. Ой, не одна, две темно-зеленым. Две темно-зеленым провязали. Две белым. Две светло-зеленым. Три петли белым цветом. Сейчас хвосты надо попрятать. Мешают. Раз, два, три. Три белым. 4 петельки темно-оранжевым цветом. 4 темно-оранжевым и оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом и вернемся в начало ряда. Заканчиваем третий ряд. Оставшиеся вяжем белым цветом. Четвертый ряд узора. Первые 3 петли белым цветом. Одна темно-оранжевым. 3, 4. Одна темно-оранжевым. 3 коричневым. Одна желтым. Одна темно-оранжевым. Две темно-зеленым. Одна светло-зеленым. Одна белым. Одна светло-зеленым. 4 темно-зеленым. Одна белым. Так, что мы сейчас тут подвяжу еще одну белую. Одна светло-зеленым. Две белым. Три петли темно-оранжевым цветом. Одна желтым. Две коричневым. Так, две коричневым. Да что ты? Оставшиеся петли довязываем белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. У нас какой-то четвертый ряд. Раз, два, три, четыре. Да, четвертый ряд. Сейчас сначала провяжем, где какой цвет подсоединяется. Потом серединку, с какого по какой ряд, я вам скажу, провяжем сами по схеме.
Учиться ж надо когда-то. И с конца, где начнем убавки, я к вам вернусь тогда и будем заканчивать вместе эту схему, потому что вот почему. Больше часа занимает один мысок попетельно видео. А еще есть и подошва, и пята. Ну, в 3 частях я его делать не хочу, поэтому будет частично попетельно. Вот так вот назову. Заодно и вы научитесь. Так что без возмущений. Возвращаемся в начало ряда. Заканчиваем 4-й ряд. 5-й ряд узора. Первые 3 петельки белым цветом. 1 темно-оранжевым. 4 коричневым. 1 желтым. 2 темно-зеленым. 2 светло-зеленым. Коричневую переброшу, она нам нужна вот в середине. 2 темно-зеленым. 1 белым. 1 коричневым. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 белым. 3 петли темно-оранжевым цветом. 1, 2, 3. 1 желтым. 3 коричневым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Так, это был 5-й ряд, довязываем белым цветом, возвращаемся в начало. 6-й ряд узора. Здесь нам понадобится синий цвет. Отрежем небольшую ниточку. Цветочек у нас начнется. Первые 3 петельки белым цветом. 1 желтым. 4 коричневым. 1 желтым. 1 темно-оранжевым. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 белым. 1 светло-зеленым. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 3 петельки
синим цветом. Одна светло-зеленым. Две темно-оранжевым. Раз, два. Одна желтым. Три коричневым. Так, все. Остальные до конца ряда все вяжем белым цветом. Вот такие у нас ушки уже вырисовались. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. 7-й ряд узора. Первые 3 петли провяжем белым цветом. 2 желтым. 4 коричневым. 1 темно-оранжевым. 2 темно-зеленым. 1 белым. 1 коричневым. 2 белым. 2 синим. 2 синим, 1 белым. 2 синим. 1 темно-оранжевым. 1 желтым. 4 коричневым. Раз, два, три, 4. Вяжем аккуратно, чтобы нигде не потерять петельку, не упустить. Так, оставшиеся петли до конца ряда вяжу белым цветом. Значит, это мы провязали 7-й ряд. Что мы будем делать дальше сейчас? Вот что у нас получается. Перевернули. Ну вот, начало положено. Теперь можно по ходу вязания вот эти вот хвосты попрятать, чтобы они не мешали. Подтянули этот хвостик, и под ниточками я его прячу. Вверх-вниз, влево-вправо. Аккуратненько это все попрячем и поотрезаем. Попрячем хвостики. Теперь дальше, девочки, что я вверх ногами показываю схему, так как мы вяжем ее вверх ногами. Сейчас я подниму немножечко выше. Вот смотрите, мы остановились на 7-м ряду. Сейчас провяжем вот с 7-го ряда вот до этого носика. Провяжем вот эту вот середину сами. Остальные все основные цвета
Я подвязала, подключила. Как начало вязать показала, потому что очень долго, как я сказала, вязать мне это все на видео. Смотрите. Итак, все цвета, которые я вязала, и по схеме они у меня все совпадают. Вот леса темно-оранжевый цвет, вот эти вот края у меня желтым цветом идут, середина у меня обычный оранжевый цвет. Я его вначале показывала. У меня два оранжевых цвета всего. Значит, сейчас довяжем до начала носика. Я к вам вернусь. Начнем сокращать на мысок. Это при моем размере, при моем метраже. Я вот с 23 ряда начну делать сокращение. Если размер у вас больше, вы можете с 25 ряда начать делать сокращение. Соответственно, схема у вас вся может вместиться. Я вот здесь вот края буду срезать, как бы мне этого не хотелось, но размер у меня небольшой, поэтому придется убрать несколько петелек. Значит, сейчас провяжем до носика. Я к вам вернусь и будем вязать остальное. Так, что я сделала? Я провязала 22 ряда. Дошла вот до начала носика. Сейчас я буду сокращать петельки. 23 ряд у меня будет. По краям буду делать убавки. Значит, буду убавлять, пока у меня на спице, на мыске не останется 11 петель. Так, дальше продолжаем вязать по схеме. 23 ряд это. Первая на спице. Следующие 2 петельки провязываю вместе. В каждом ряду буду в начале и в конце ряда по 2 петельки провязывать вместе и убавлять. Так, дальше у нас что у нас дальше идет? 2 желтых. Далее вяжем белыми. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель провязала белыми. Теперь 3 петельки коричневым. Три коричневым. Опять продолжаем вязать белым. Так, 7 петель должно быть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одна желтым. Далее опять вяжем белым. Раз, два, три, 4. Остается у меня 3 петельки. 2 я провязываю вместе. И последнюю кромочную провязала. И точно так же по 2 петельки возвращаюсь с начала ряда. Так. Идем в начало ряда. Следующий ряд, 24 это по счету. Опять первая на спице, следующие 2 провязываю вместе. Одна желтая. И здесь буду немножечко сдвигать рисунок. Одна желтая пусть здесь будет. Далее вяжем 3 белых. Раз, два, 3. 2 желтых. Раз, два, 3 белых. Раз,
2, 3, 3 коричневых, 3 белых, 2 желтых, 1 белая, 3 желтых, 1 далее белый цвет, 1 белая, 2. Так, что у нас здесь остается? Это кромочная, 2 провязываем вместе и кромочная по 2 дужки. Все, возвращаемся в начало ряда. И так далее по схеме будем сокращать. Идем в начало ряда. Следующий ряд, это будет 25 ряд. Опять первая на спице, 2 петельки провязываю вместе, 1 провяжу желтым. Так, теперь что мы сделаем? 3 белым. 1, 2, 3. 3 желтым. 2 белым. 1 коричневая. 2 белым. 3 желтым. 2 белым. 'Так, теперь здесь 1 желтая. По схеме должны идти 2 цвета: светло-оранжевый, темно-оранжевый. Я 2 петельки провяжу просто оранжевым. 1 желтая, 2 оранжевым. Так, далее 1 белым. 1 белым. Что у нас теперь здесь? 2 вместе. Сократили. Кромочную провязали. И возвращаемся обратно. Вот начали сокращать. Так, следующий ряд, это 26 ряд получается. Первая на спице, 2 провязываем вместе, 1 желтым, 1 желтым, далее вяжем белым, 1, 2, 3, 4, 4 белым, 2 желтым, 3 петли оранжевым, 2 желтым, 3 белым,
2 желтым, так, что у нас здесь остается? Эти 2 сократим и 2 оранжевым. 2 оранжевым. Далее 2 петельки сократим, убавим, провяжем вместе. И последняя, 2 тушки захватили и возвращаемся в начало ряда. Так вот. 27 ряд, сокращаем, убавляем, 1 на спице, опять 2 провяжу вместе, 1 желтым, так, 5, подождите, 5, 4, далее 4 белым, 1, 2, 3, 4, 4 белым, 5 петель желтым, 1, 2, 3, 4, 5. Далее идем белым цветом вяжем. 1, 2. Так, оранжевый. Оранжевый мне сейчас нужен будет. 1, 2, 3, 4, 4. Теперь 1 желтым, 2 оранжевым, 2 петельки сокращаем, убавляем, 2 провязываем вместе. Где это белый цвет? Вот он. Провязываем вместе белой. 2 вместе вот провязала белым. И крайняя по 2 дужки. Ой, куда-то я залезла. Вот так вот. Все, возвращаемся обратно в начало ряда. Идем дальше. 28 ряд. Первая на спице. Опять 2 провязываем вместе. 1 желтым. Так, дальше белым. 1, 2, 3, 4. 4 белым. Средние 3 провязываем желтым цветом. Далее идем белым. 1, 2. Ой, куда я полезла опять? 1, 2, 3, 4. 4 белым провязала. Теперь эти у нас будут закрываться 2. 2 желтым провяжем. 1, 2. 1 оранжевым. Следующие 2 закрываем белым цветом. 2 вместе провязали. И крайнюю. Все. Возвращаемся в начало ряда. Так, следующий ряд, 29. Опять 2 вместе. Белый закрыла.
Так, что дальше буду делать? Дальше я здесь желтым больше вязать не буду. Буду продолжать вязать дальше белым. Все вяжем белым до конца. Так, рот мы тоже и закончили. И в конце точно так же закроем 2 петельки. Так, что у нас здесь осталось? Желтый цвет. Так, эти 2 закроются. 3 петельки провяжем желтым. Раз, два, три. 2 закрываем. И последнюю. Все, дальше будем вязать все ряды белым цветом. Сократим до 11 петель. Если вам будет узко 11 петель, можете оставить 13 петель. Значит, остальные все рядочки провяжем белым цветом. Я довяжу до 11, сокращу до 11 петель, к вам вернусь. Закончила я вязать мысок, убавила до 11 петель. И еще один ряд провяжу без убавок. Провязала еще один ряд без убавок, возвращаюсь обратно. И теперь буду вязать сейчас нижнюю часть. По нижней части я буду делать прибавки. Здесь мы делали убавки. Нижнюю часть тапочки я буду прибавлять. Значит, я расширю нижнюю часть до 29 петель. По идее, нужно набрать столько же. Вот у меня было 31, нужно набрать столько же 31. Но я первый тапочек вязала, набрала 31. Мне показалось сильно широко. Не показалось, я примерила просто широко. Поэтому я там распустила, переделала. Набралось 29 петель. В общем, по верху у меня 31, по низу 29, в круговую что-то у нас 60 петель получается, да? Значит, так, сначала будем добавлять, расширим мысок, а потом уже будем по методу подошвы пятки соединять все остальные. Значит, довязали до последней петельки. Так, вот по 2 дужки. Следующий ввожу крючок, захватываю петельку эту и сейчас неудобно, вытягиваю, вытащили. Теперь между, это у нас кромочная, между ними образуется вот одна петелька. Я за нее буду подхватывать и ее провязывать. Добавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 у нас получается кромочная была. И одну добавляем, 13. Все, в этом ряду добавили по одной петельке. Вот и следующей кромочную провязали. Кромочную провязали. Следующая дырочка. Из нее добавляю я петельку. Все, в этом ряду у нас уже получилось 13 петель. Точно так же будем добавлять в каждом ряду, в начале и в конце ряда. Сейчас возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда опять. Вводим крючок по 2 дужки. Вытягиваем петельку. Вот образовалась у нас петелька. В принципе, это самая первая петля. Мы ее тоже провязываем. Добавили, получается, мы одну. Далее вяжем все петельки. Идем в конец ряда. Я вам советую просчитывать петельки, чтобы не было лишнее и не потерять никакую. По крайней мере, первые ряды для тех, кто вяжет первый раз, ну не первый раз, эту модель первый раз, просчитывайте. Вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Крайнюю провязываем. И следующее. Добавляем одну.
Вот у нас уже начинает мысок вырисовываться. Все, захватываем, возвращаемся в начало ряда. Дальше петли будут расширяться. Если будет тяжело на поворотах, вот здесь я возьму еще один крючок такого же номера. Буду вязать двумя крючками. Я вяжу плотно, поэтому мне разворачиваться будет тяжеловато. Так, идем до конца ряда. О, нитка у меня закончилась. Идем начало. Еще раз сейчас покажу, а дальше будете сами добавлять. Так, последняя. Ввели. Вытащили. Провязали, добавили петельку. Все, идем дальше. Вяжем так до конца ряда. Так, идем. Конец ряда у нас. Здесь уже тяжело поворачиваться. Последняя. По 2 дужки. Опять бешеные соседские дети. И одну вот добавляем. Все. Захватываю. И по 2 петельки возвращаюсь. Вот у нас выкладывается такой мысок. Значит, что мы сейчас сделаем? Расширяем мысок до нужного количества. При необходимости примеряем. Я расширю, наберу 29 петель, к вам вернусь и будем вязать дальше. Еще раз. Все, вяжем, вяжем, расширяем. Так, расширила я мысок. Что я забыла? Вот такой у нас мысок. Вот такой вот. Я не замерила вам ширину и высоту мыска. Это я забыла. Так, что у меня по длине? По длине он у меня 12,5 сантиметров. По длине или по высоте? Почти 13, смотрите. И по ширине 10,5. Вот так. Так, теперь дальше что делаем дальше? Продолжаем вязать. Сейчас мы соединим все петельки вот этой вот подошвы с боковыми петельками будем соединять. Так, опять точно так же под 2 дужки ввела крючок, вытащила петельку. Только теперь вот эту вот первую, которую мы добавляли, я ее провязывать не буду. Мы ее пропускаем. Мы ее не провязываем. Вяжем сразу вторую. Вот. Эту петельку мы ее добавляли. Не провязываем. Вторую сразу. Все, дальше идем обычное вязание. Идем вяжем так до конца ряда. Я с середины вязания буду вязать вторым крючком. Здесь мне уже тяжело развернуться, поэтому я беру второй крючок и продолжаю вязать вторым крючком. Все точно так же. На столе 2 крючками вязать — это жесть. Идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Последнюю петельку также я провяжу
по 2 дужки. По 2 дужки ее поднимаю, вытягиваю. Теперь опять вот в следующую ввожу, захватываю ниточку и протягиваю через последнюю петлю. Способов вязания много, но вот я вяжу таким методом. Вот я ее соединила. Опять захватываю и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Сейчас дойду до второго крючка. Подтянули и перебросили ее на второй крючок. Все точно так же продолжаем. Захватили. Все точно так же, только 2 крючками вяжу. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Вводим крючок. Еще раз вытягиваем петельку. Не провязываем. Вот вторая петелька. Не провязываем. Следующую. Все. Идем в конец ряда. Провязываем все до последней петельки. Пришли в конец ряда. Последнюю петельку по 2 дужки я провязываю. Вводим крючок. Захватываю петельку. Протягиваю ее. Соединила, захватываю и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Все, идем в начало ряда. Так, последняя петелька и еще раз. Что у нас здесь? По 2 дужки. Вытащили. Следующее провязали. Все. Вяжем дальше. Вот так вот получается. Такой вот мысок. Значит, что мы сейчас сделаем? Соединим все петельки, вот эти вот боковые, полностью провяжем вот эту вот подошву до последней петельки. Все это соединим. Я к вам вернусь, потом мы начнем вязать остальное полотно подошвы. Ой, подошвы тапочки всей. Что-то еще хотела сказать, как вроде бы. Вспомню, потом договорю. Значит, вяжем, соединяем все петельки по бокам, петли подошвы боковые. Довяжем, встретимся. Закончила вязать мысок. Закрыли все петельки. Пришла в начало ряда, обрезала нить здесь. Вот закончили ряд, пришли в начало ряда, нить обрезали. Теперь всего я наберу 47 петель. 29 у меня посередине и по 9 наберу по краям. Так. Так, теперь что я сделаю? Вот отсчитаю 9 петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поднимаю по петельку. Если у вас размер больше, можно набрать на пару петель меньше. Ой, больше. А если размер меньше, то, соответственно, можно 45 петель набрать. И вот за вот эти вот дужки с первого нашего самого ряда я поднимаю, набираю петельки. Эту ниточку сразу хвостик запутаем. Наберу с этой стороны петельки, провяжу середину и также наберу
с другой стороны и будем вязать полотно до самой пятой. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь далее, вот у нас первая петелька подошвы нашей. Набираем ее. И дальше идем вязать. Провязываем центральную часть. 29 петель провяжу. И точно так же наберу на второй стороне. Провязала средние петли. И точно так же довязала до последней. Точно так же за каждую дужку поднимаю. И набираю с этой стороны петельки. 3, 4, 5. Двумя крючками. 6. Набираем по одной. Набрали петли. Все. Теперь захватываем ниточку. И как в обычном вязании по 2 петельки возвращаюсь обратно. Вернемся в начало ряда. Буду вязать ровной вязкой тунисским вязанием всю подошву, все полотно тапочки нашей без изменений до самой пятой. Никаких узоров, ничего здесь сделать не буду. Первый ряд жестко проходит, потому что только набрали петли. Все, идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Все, первое на спице. Подхватываем и вяжем. Значит, я провяжу 25 рядов. Замерю их потом в сантиметрах, сколько это получится. До пятой провяжу 25 рядов и начну вывязывать пятку. Дойду до пятки, к вам вернусь. Значит, сейчас что делаем? Набрали петли и вяжем полотно до пятой. Вот так вот вяжем. Закончила я вязать подошву, боковые стороны. Значит, что у нас здесь получается? Сейчас сантиметра гляну. Так, тут еще с пятки зайдет. До пятой у меня будет 22 сантиметра. 22 с половиной заходит на пальчики. Теперь наметим средние 11 петель. На 11 петлях я буду вязать задник. Мы ряд закончили. Вот пришли в начало ряда, ниточку обрезала. Ниточку подсоединяю к первой петельке задника. Значит, теперь будем вязать 11 петель на пятку. Крючок под дужку ввела. Захватываю ниточку и провязываю 11 петель. Провязываем 11 петель. 3, 4. И последнюю 11 провяжу. И захватываю петельку, ниточку. По 2 петельки возвращаюсь обратно в начало ряда. Опять провязываю 11 петель. Вернемся в начало ряда. И будем соединять теперь боковые петли с петельками. 18 петель у меня здесь осталось. По 2 будем провязывать вместе. Так, теперь что у нас здесь? Под дужку ввели крючок. Теперь у нас образовывается опять здесь петелька. Я ее провяжу вместе с крайней. Закреплю вот так. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. И вот у нас крайняя. Я ее провяжу под 2 дужки. Как всегда затянула. Под 2 дужки ее провязываю. Теперь с боковой стороны под петельку ввела крючок, захватываю ниточку, вытащила и протягиваю через крайнюю петельку. Первый ряд очень проблемно вязать. Вот, протянула ее. Мы так закрывали, да, вот боковую сторону мы так закрывали. Точно так же, только здесь у нас вот идут такие дужки, ряд продолжается, мы не закрывали. Все, возвращаемся обратно в начало ряда, по 2 петельки, по 2 петельки, идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Подхватываю петельку. Так, все, первая готова. Далее идем, провязываем оставшиеся петли пятки. Первая, вторая, 11 петель провязываем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петелька. Под 2 дужки провязала. Подхватываем петельку с боковой стороны и протягиваем. Захватываю ниточку и по 2 возвращаюсь в начало ряда. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Еще раз покажу. Так, пришли в начало ряда. Что у нас здесь? Вот она, боковая петелька. Провели. Чтобы вот это вот нам не мешало здесь. Я их закрепляю 2 вместе. Дальше вяжем как обычно. 11 петель довязываем до конца. Пришли в конец ряда, последнюю петельку поднимаю, под 2 дужки провязываю. Захватываю петельку с боковой части. Протягиваю ниточку и через последнюю петельку это делаю все. Еще раз захватываю и через 2 возвращаюсь. Через одну получается, но так как у меня первая впереди стоит, поэтому я говорю через 2. Вот одна у меня, и через вторую вот протягиваю их по 2, по 2. Хотя вот некоторые говорят по одной. Ну, я так привыкла по 2. Все, таким методом я провяжу всю пяту. Когда у меня останется вот с боковых сторон по 3 петельки, я с каждой стороны буду сокращать, закрою по несколько петель, чтобы убавить количество петель на объеме по кату ноги. Все здесь. Ну, я сейчас довяжу до конца, потом к вам вернусь, покажу, что я буду делать. Так, все, вот так вот вырисовывается вот такая вот пятка у нас. Вяжем, заканчиваем пяту. Значит, что я здесь сделала? Вот смотрите, сейчас на этом вот покажу. Вот в конце у меня осталось 3 петельки с боковой стороны. И я с каждых закрывала по одной петельке. Сошла вот до скольки? Раз, два, 3, 4, 5. 5 петель у меня осталось. Вот, чтобы вот эту вот часть уменьшить. Значит, сейчас вяжем пяту. Дойду до конца, к вам вернусь. Так, довязываю пятку. Осталось у меня вот здесь 3, вот здесь 1, 2, 3, 4. Что я сейчас сделаю? Буду сокращать петельки.
такая пяточка получается. Первая на спице, следующие 2 провязываю вместе. Все, идем до конца ряда. И также провяжу 2 вместе в конце ряда. В следующем ряду сделаю точно так же. В общем, до конца буду сокращать петельки. 2 вместе провязала. Последняя. Возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда. Так. Опять 2 петельки провязываю вместе. Идем в конец ряда. Так я сокращая закрою все петли, довяжу до последней петельки и закрою петли по пятке. Понятно, да? Сокращаем петли и закроем петли. Закрыла я, все петли у меня закончились. Последний ряд по 2 петельки закрываю вместе. Дальше что я сделаю? Теперь будем обвязывать тапочек. Так, что у нас здесь? Вот так вот протянем. Не обрывая нити, я 2 раза пройду крючком, столбиками без накидов. Обвяжу весь тапочек 2 раза, а потом буду обвязывать вот такой лохматой травкой ниткой. Значит, всего у меня будет 65 петель. Если сильно много получилось петель, то их можно сократить в процессе обвязки. Так, обвяжу 2 раза крючком белым цветом. Потом я перейду на спицы. Травкой я буду вязать спицами. Один ряд лицевой, один изнаночный буду провязывать. Хотя было бы лучше обвязать это тоже крючком, но нитка сильно пушистая. Я вот, честно говоря, плохо вижу, где петелька. Она у меня постоянно теряется, поэтому я на спицах номер 2,5 буду обвязывать спицами вверх. Но вы можете также крючком и дальше травкой обвязать или какой-либо пушистой подходящей ниткой. Значит, провязываем сейчас белым цветом, потом перейдем на пушистую нитку. Обвязываем. Закончила я обвязывать тапочек. Ниточку вывела наизнанку, закрепили. Дальше я буду набирать на спицы петли лохматой ниточкой своей. Можно продолжать дальше обвязывать крючком, но я решила делать это спицами. Значит, что я сейчас делаю? Вот у нас от крючка косичка вот такая вот проходит. И я буду за заднюю дужку набирать петли. По всему тапочку наберу петельки. Вот под дужку ввела и набрала. Ввела и набрала. Наберу петли. Первый ряд провяжу изнаночный, потом лицевой, потом опять изнаночный, потом лицевой. У меня будет всего 18 рядов. Это где-то 3,5 сантиметра получилось. Куда она убежала? И потом еще 2 ряда провяжу последних темно-оранжевым цветом. Тоже ряд лицевой, ряд изнаночный. Закончу изнаночной и закрою петли. Можно провязать повыше, тогда как сапожек будет короткий. Вот, не 3-4 сантиметра, а сантиметров 6-8. Это как хотите, в общем. Я решила сильно высокие не делать. Так,
Ну вот, на этом можно сказать и все. Набираем петельки и обвязываем. Или же обвяжем это все дело крючком. Это уже на ваш выбор. У меня 65 петель. Как я говорила, я по бокам ничего не сокращала, только на заднике сократила петли. Так, ну вот, с этим вроде бы разобрались, да? Набираем, провязываем желаемую высоту. Один ряд лицевой, один изнаночный. Последние ряды я закончу акрилом своим в тон. Нитка у меня темно-оранжевая. И закрою петли. Все, девочки. Вот так мы закончим тапочек. Обязательно сделайте какую-нибудь обвязку, потому что иногда вот так вот бросают. Вперед связан красиво, а вот так вот бросают. Может быть, устали, может быть, лень. Не делайте так. Обязательно этот тапочек закончите обвязкой. У него совсем другой вид получается, и это красиво. Ну, если для себя, конечно, то дело ваше. А если вот кто-то хочет подарить, продать, обязательно тапочек нужно вверх закончить, потому что имеет товарный вид тогда. Так, все, заканчиваем. Что вам еще сказать напоследок? На этом все. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотры. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.